Друзья, третий день на Марсе. И что же дальше, спросите вы? А я вам отвечу. Сегодня мы будем сажать картошку на Марсе и выращивать ее. Ну что, погнали? А вот и задание. Посадите и вырастите 10 картофелин. Помчали выполнять. Игра успешно загружена. Так, не забываем закрывать дверки в наш марсоходец. И движем в сторону базы. А заодно, пока будет выращиваться картошка-то, проведем рум-тур по нашей марсианской базульке. Оп! Двери тут автоматом открываются, закрываются. Какой-то переходной шлюз. И мы, можно сказать, что дома. Это наш дом на ближайшее время на этой недружелюбной планете. Что нам нужно? Что нам нужно? У нас где-то в инвентаре есть вот такой вот чудесный инструмент. Написано картофель, заряженный на 100%. И мы, собственно, изначально посадим вот своего рода инкубатор, а рядом вот уже какая-то плантация тут есть, потом пересадим. Я думаю, это для ускорения роста. Погнали! У нас задание вот завершить миссию, посадить и вырастить 10 картофелин, но так как кушать у нас уже практически не осталось в запасах свободных, мы посадим их больше. Естественно. Так, готово. Закрываем наш импровизированный инкубатор. Смотрим, чтобы у нас здесь было все в порядке. То есть вот здесь ресурсы. Потребность в ресурсах 0,70 в питании и 2,0 воды. Все у нас выставлено. Все в принципе должно пройти в штатном режиме. Все системы работают нормально. Видим, энергия есть, воды у нас до отказа, хоть опейся ею. Так, ну заглянем. Рассада картофеля. И вот мы видим в левом нижнем углу рост 1,1%. То есть картошечка наша растет. Все нормально. Сейчас выйдем на улицу. Там кое-что еще тоже поменялось. Оказалось, с электроснабжением этой станции не все так просто. Как раз пока растет наша картошечка, я вам сейчас расскажу. Вот как мы видим, теперь на станцию работают 3 батарейных вот таких вот шкафа. С чем это связано? Одного батарейного шкафа не хватает категорически на ночь, и все это дело у нас тухнет свет, соответственно, у нас никакая картошка расти уже ночью не будет. Поэтому вот здесь мы пересмотрим энергораспределение. И еще я все-таки снес вот те 2 5-киловаттных солнечных панели энергии категорически, потому что не хватало. И поставил вместо них 2 тридцатки. Итого у нас общая мощность нашей энергоустановки 120 киловатт. 120 киловатт, в принципе, должно хватить на все. 3 батарейных блока по 180. Единственное, что мы сейчас сделаем небольшую перестановочку по цифрам. У нас сюда заходит 84, мы поставим на выход 70. Почему 70? 70 будет отдаваться, а 14 будут заряжаться АКБшки, чтобы их, так сказать, не потерять. То же самое делаем со вторым блоком. Здесь уже у нас, естественно, придет 70, а отдадим мы 60 на следующий. И последний блок, от которого будет запитана, собственно, вся наша станция, весь наш жилой марсианский модуль.
И вот там мы посмотрели, у нас потребляет всего около 40 киловатт, там 38 чем-то. То есть 40 на выход достаточно, сюда поступает 60, вот это 20 разница, а она будет идти на заряд нашего батарейного шкафчика. Что еще? Еще в обязательном порядке нам надо бы зарядить все-таки до конца наш марсоход. Я вот не помню, где от него потерялся кабель, а может его и не было. Ну, в принципе, не беда. Возьмем новый. Вот так вот его на выход. Марсоход подключим вот напрямую от трансформатора. Пусть заряжается днем. Пока у нас светло от солнечных панелей, все это замечательно будет происходить. И еще одно. Кислорода у нас там хоть обдышись на базе, а вот я забывал постоянно закрывать дверки в нашем ровере-марсоходе. И поэтому кислородец у нас весь ушел, так сказать, внешне. Поэтому здесь предусмотрена отличная возможность его также зарядить ценным ресурсом О2. Что мы, собственно говоря, и сделаем. Чпак. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, что там происходит. Не забывать теперь в обязательном порядке закрываем дверки. Так, зарядки у нас нет, я знаю почему. Потому что на трансформаторе нам нужно выставить вот эти наши неиспользованные киловатты. И плюс нам еще нужно 25 киловатт. Все-таки хочу я, чтобы она работала у нас постоянно. Поэтому 25 киловатт мы отправим на платформу. Вот. На марсоход остается совсем немного для зарядки. Но, в принципе, ему пока и хватит. Вот. Вот теперь мы преспокойно, я надеюсь, сможем пережить марсианскую ночь. Да, сможем, я так думаю. Вот, что же дальше? Что же дальше? Дальше мы проверяем зарядку нашего марсохода. Попутно подзарядим наш костюмчик. Смотрим, идет загрузочка. Что мы еще видим? Мы видим, что О2, вот там вот в уголочке, вот, скафандр О2 и внешний О2, он там также заполняется. То есть вот то, что мы там подключили, этот зеленый трубопровод, все у нас прекрасненько работает. Готовим наш транспорт к очередным приключениям, потому что помимо там выращивания картошки у нас какую-то табличку еще нужно найти с геотермальными данными и собрать 200 единиц железа в контейнер. Контейнер я так уже краем глаза увидел, он там он за платформой стоит. Но вот насчет 200 штук не знаю, не пробовал, не собирал, ничего пока хорошего и плохого рассказать про это все дело не могу. Так, значит, смотрим, в каком у нас там состоянии наша картошечка. Растет ли она, не растет, что происходит вообще. И что мы видим? Ага, рост 11,67%. В принципе, растет, но медленно. Ускорить мы это дело никак не можем. Как только там наберется 50%, картошку нужно будет пересадить вот сюда уже, в более такую, как настоящую грядочку. Вот. По энергии, в принципе, все нормально. Мы видим плюс 40. У нас еще и запас уже 174,29. И расходуется 34,28. На все это наше хозяйство. И если вот в левом нижнем углу посмотрим, там написано главный жилой модуль, мастерская и расходы. Там 17,17 и расход по воде, расход по кислороду. Кислород у нас почему-то также расходуется. Непонятно, по идее не должен.
Вот здесь замечательным образом, между прочим, можно пополнить кислородный баллон. Это примерно выглядит как пополнение воды в колодце. Наполняем еще один. Пригодится, пригодится. Без кислорода не совсем. Все будет уютно нам здесь находиться. Теперь, что еще? Что еще есть в этой базе? Значит, вот сюда вот мы, если отправимся, то попадаем в наш жилой модуль, отсек. Здесь можно поспать, переждать, подождать. Здесь прекрасный вид из окна, иллюминатор на окрестности Марса. Марсиан не видно. Нет, ни разу я еще не узрел. Вот здесь, кстати, заметил, не сразу есть еще еда подкрепиться. Мы преспокойненько можем ее взять. Ну, с пола, ну, ничего, да. И вот у нас она где-то вот здесь, да, добавилась. Между прочим, нам бы неплохо было бы употребить что-то в пищу. Вот. На этом здесь, кроме кровати и вот этих вот мешочков с едой, какие-то наушнички, кубик-рубик, планшетик, книжечка, наверное, про Марс. Уж я не знаю, не читал. И, в принципе, на этом все. Но по прямой есть еще одна комната. Опа, что мы здесь видим? Сортир есть, он же туалет. Душевая кабиночка, где можно помыться. Иллюминатор. Смотрим на нашу вот разгрузочную платформу, на наши солнечные панели. Виден вон батарейный этот ящик, трансформатор и даже немножко марсоход. Стиральная машинка, видимо, стирать скафандр. Вот здесь вот замечательным образом можно пополнить запас воды из этого краника. А я все думаю, почему расходуется кислород, а не приходует? Да потому что мы шланг-то с базы переткнули, заправляем сейчас кислородом наш прекраснейший марсоход. Вон оно почему. Видим винтовую лестницу наверх. Здесь еще один какой-то жилой модуль с панорамным окошком на все наши владения. Вон, да, зеленый этот трубопровод. Пусть пока он заряжается, потом переключим, потому что в базе в принципе достаточно было кислорода. Также здесь есть кровать. Можно отдохнуть, какие-то записки у нас здесь с фотографиями, календарь, что-то такое похожее вот на динамики, какая-то музня, наверное, здесь есть. Вот. И что еще? Видим мы рабочий стол, что-то из разряда лаборатории, какие-то мониторы. Ну вот кнопка использовать есть, но пока ничего не нажимается. Персонаж, в общем-то, ни с чем пока взаимодействовать на этом столе не может. Я надеюсь, что мы дотянем до того времени, когда все это дело можно будет попробовать. Вот. В принципе, наверное, уже можно нам переключить Oxygen, вернуть, так сказать, на место, на заправочку нашей базы. И да, чтобы вот достроить, во-первых, 30-киловаттные панели и вот эти батарейные блоки, мне пришлось еще раз на марсоходе сгонять за ресурсами. Сразу рекомендую дробить вот эти вот большие камни, из них там какой-то кремний, что ли, выпадает, который нужен будет. Я простые кусочки пока собирал, из них ничего там интересного не выпадало. Вот. И вот теперь у нас 2 тридцаточки и еще добавочные аккумуляторные блоки. Кислород. По кислороду возвращаем все это дело в нашу базу. Зарядка пусть пока идет. Ничего такого страшного. И поступим мы, наверное, чтобы ускорить этот весь процесс, не ждать эту рассаду нашего картофеля. Мы, наверное, приляжем до самого утра передохнуть. Кстати, вот когда
Вот здесь есть, можно авто включить, можно open close. Но когда электроэнергии хватает полностью в базе, то, в общем-то, они сами автоматом открываются, закрываются. Все тут нормально работает. Мы видим, что время 17:54. Я думаю, проспим мы до утра. Вот так еще мы подкрепимся. И что? Внешний О2, да, начал пополняться. Плюс у нас тут появляется предупреждение. Нам пишут, что ожидается значительное падение температуры. Заморгал вот этот значок-индикатор красненьким в правом углу над миссиями температурной. Что на улицу нам теперь нельзя ходить. И идем баиньки. Спать мы будем, я думаю, часиков до 9. А там уже и росточки-то наши поспеют. Ну, должны, во всяком случае. Видим, что прошла ночь. Звездное небо. Сейчас, по идее, сменится... Ага, у нас рассвет. По идее, должно было хватить запаса энергии на все про все. Игра успешно сохранена. Да что ж так нас чешется? Вот. И заглянем. Оп, в инкубатор. А здесь-то картошечка уже прям листики зелененькие. Жуков только не хватает. Так, где-то у нас в инвентаре был прекраснейший ящичек, в который эти вот росточки можно как раз таки пособирать. Мы его сейчас влепим на 6-й слот, а то по одному будет очень не кайфово. Это все, ну, начнем с дальних. Так. Еще раз говорю, до 50% растет здесь, потом нужно пересаживать. Так, он вмещает у нас 8, поэтому все, пересадкой занялись. Все, она у нас все кайфово, она у нас зелененькая. Мы открываем садоводческое товарищество на Марсе. И выращиваем уже непосредственно плоды. Стоит отметить, что вот у нас на данный момент есть кислород, у нас есть вода, ее тут в избытке даже очень. Вот. Но с едой у нас до последнего момента была проблема. А без еды погибнем уж наверняка от голода. Поэтому... О, и внешний О2, он двойная даже зеленая стрелочка появилась. То есть все, в принципе, работает исправно. Вот в этот аппарат под названием Скрубер CO2 мы лезть не будем. Вроде как тут получилось все отстроить вот таким вот образом. Производство кислорода 9-13 литров в час. Температура не знаю чего, может аппарата самого. Тут главное ее, чтобы она красной не стала, иначе рванет, мало не покажется. Клубни в разные стороны полетят, да. Вот. Необходимая мощность 4,38 киловатт. Наполним еще раз на всякий случай баллончик. А чтобы что-то поменять в этих параметрах, мы должны нажать остановка. Делать мы этого не будем. У нас растет картошка, нам она нужнее. И только после этого крутить здесь вот этот краник можно. И еще, по-моему, 2. Ну и там уже подбираете параметры, кому как вздумается. Может, кто-то захочет посмотреть, как она рванет. В принципе, можно так и тоже поступить. Но не нужно. Не сейчас. Цель у нас определенная. Растим картошку. Не забываем закрывать инкубатор. Не забываем закрывать наш замечательнейший марсоход.
Кстати, не забыл ли я? Нет, закрыть. Вот все-таки приучил. И вот мы прекрасно понимаем, что всю ночь у нас все нормально проработало. Вот 40 киловатт дует в вазу сейчас, и мы хотим попить. Попить мы хотим, да, мы там поспали. Этот, значит, заряжается, у него на входе 70, на выходе 60 в следующий, и на десяточку вот он потихоньку себе добавляет, накидывает. Ну и здесь тоже, соответственно, примерно так же. Ну, здесь только он 14 там себе накидывает. Так, топаем, попьем, поедим. И время у нас 10:58. В принципе, еще целый день впереди. Смотрим за нашими росточками. Растения, картофель. Видим, что рост уже 58-33%. Вот те пораньше сажал дальние, у них 59-26. Так что у нас тут все движется. Все идет по плану. Что будет после того, как вырастим картошку? Ну, наверняка она нам пригодится в пищу. И будем отправляться на сбор вот этих 200 единиц. Кстати, пока вот она выращивается, можно попробовать скинуть контейнер, он же прицеп, и попробовать зацепить. Все-таки зацепить, вот как он там правильно называется. Он тоже контейнер называется, но он, правда, не такой. Вот 200 единиц железа в контейнер. Это контейнер. Тяжелый марсоход. 200 единиц. Но что-то мне кажется, что нужно именно перецепить другой. Сейчас поймете, о чем я. Там вот мы едем. Мы едем. Отлично. Вот здесь вот я его, когда заезжал на платформу, увидел. Вот. И что-то мне подсказывает, что именно его нам нужно перецепить. Так, у нас каким-то образом нам нужно отцепить, где это все находится. Тут еще разбираться надо. Так, задняя камера, заблокировать дифференциал, левые фары, вспомогательность. Что мы хотим? Мы хотим попить. У нас есть тут попить? Без попить нам очень сложно будет. Может, у нас здесь есть попить? H2O, да. Мы, собственно, употребим это все дело. Столбик заполнился, можно и сразу тогда и покушать. Вот, чтобы уже не переживать, не волноваться за это, за все. Прицеп самосвал, соединение заблокировано. Вот, где-то вот здесь это вся история. Актив, расширение, кислород, готово, готово, готово. Как же ж это все дело скидывать? Присоединить крюк. Отцепили, наверное. Отцепили? Нет, не отцепили. Это что-то про крюк, связанное с крюком. Нет, нам отсюда точно. Или же все-таки вот пересесть. Здесь что мы видим? Пары, камера, камера прицепа, вспомогательная камера. Заглянем в подсказки. Автоматический захват, удалить корабля. Это все не то, ребята. Сменить камеру, прицепить прицеп. Это у нас кнопочка Е. Е, да? Это мы что сделали? Да как же ж тебя отцепить-то? Так правильно, вот. Все, а то я просто не туда смотрю. Вот, значит, скинули мы этот контейнер. Теперь нам нужно каким-то интересным способом подъехать. Тоже вроде как контейнер, непонятно. Но
Сейчас разберемся. Я вот это еще не делал. Так, теперь сдаем на потихонечку назад. Как-то вот не подчиняется он вождению. Сложновато им управлять, конечно, особенно вот с этим прицепом. Сейчас выровняем. Вот. И погнали на сцепочку. Вот по идее мы же должны вот так вот крутим, он должен выворачиваться. А он не хочет. Поставим поровнее. И потихонечку сдаем назад. Подровняли. То еще занятие. Но уже зато мы будем готовы к следующей миссии, которая, я думаю, также будет комплит. Что-то прогремело. Вот обычно гремит, это когда у нас выполнено задание. Я там говорил, что это какой-то тревожный звук. На самом деле это не тревожный звук. Это значит то, что мы выполнили какое-то задание. Неужто картошка выросла? Мы, кстати, можем посмотреть. Нет, ничего из заданий, и вот это странно. Ладно, в любом случае мы уже теперь будем готовы к дальнему путешествию. Паркуем это все дело на место и подрубаем опять-таки зарядочку, чтобы он тут просто так, когда день, пусть заряжается от панели. Вот, нечего. Подзарядимся сами. Не забываем обязательно прикрыть дверки, иначе весь кислород у нас улетучится в атмосферу Марса. Воткнули. Так, и хотел я еще разобраться, посмотреть, как сюда 200 железа. Вставьте здесь название контейнера. И сам контейнер. В общем-то, вот сюда, я так понимаю, по заданию и нужно собрать 200 железа. То есть это как? Это мы сначала в карманы, в инвентарь, а потом вроде как в контейнер. Ну, мы просто подготовим у нас. На сегодня задание поважнее. Сегодня мы выращиваем картошечку. Картошечку. Что там у нас с нашими посевными работами? Растет. Растет 77 и 78%. Дабы ускорить, наверное, этот процесс, мы немножечко вздремнем, приляжем. Ну, часика так, сейчас сколько? 14:43. До 17, а в 17 там как раз 17, 18, 19 начинает темнеть. Да. Ну, посмотрим. Вполне возможно, она уже и вырастет к тому времени. Вот, как-то так. По традиции игра сейчас сохранится. Это будет автосохранение. О чем нам она и докладывает. И что мы видим? Рост 91,67. Рановато проснулись. Дреманем еще пару часиков. Как раз... Да давайте до 20, наверное. Чтоб уж наверняка. Вот уже у нас и потемнело. И как раз посмотрим еще одну вещь, про что я рассказывал, про энергию. Вот ночью. Ночью у нас все грядочки светятся, инкубатор у нас тоже светится, все работает, а панели-то уже не работают. Однако при всем при том мы плюс 40 свои в базу мы получаем. Вот как-то так. Что у нас здесь? Написано готово. Забираем картошечку.
И видим, что у нас в инвентаре появилось 3 клубня. Употребляем ее. И голод она побеждает. Голод она побеждает. Это точно. Собираем весь урожай наш. Так, нам нужно было их 10. Та-та-та-та-та-дам. И видим, что, собственно, миссия по выращиванию картошки на Марсе у нас закончилась успешно. Теперь нам будет что поесть. Вот. И уже в следующей серии мы будем двигаться навстречу очередным приключениям, искать табличку с геотермальными данными, собирать 200 единиц железа в контейнер. Всем, кто, ребята, смотрел, всем спасибо. Кому понравилось, не забываем пальчик вверх, подписочку на канал, колокольчик. Ну, вы, в принципе, и сами все знаете без меня. Вот. Для этой серии все. Увидимся вновь в эфире. Пока-пока.